Но по дороге его сбила машина, и молодой человек погиб. Внезапно он оказался в другом мире, переродившись младенцем. Его держал на руках старик, и шел сильный дождь. Шли годы, мальчик вырос и стал называться Шин. Старик, который держал его на руках в тот день, усыновил его. Шин жил с дедушкой в лесу, охотился на диких животных с помощью магии, что было обычным делом в этом мире, чтобы добывать еду. Конечно, Шин помнил все, что было в его прошлой жизни, но не мог вспомнить, как именно он умер. Шин вернулся домой к дедушке, который обрадовался ему и спросил, как прошла охота. Мы узнали, что дедушку зовут Мерлин. Шин улыбнулся, открыл свою пространственную сумку и достал оттуда всех животных, которых он поймал. Дедушка спросил: «Ты использовал для охоты стрелы ветра, не так ли?» Шин ответил: «Да, разве это не лучший способ для охоты?» Мы узнали от Шина, что дедушка Мерлин очень искусен в магии. Позже дедушка захотел посмотреть, как Шин владеет магией огня, и попросил его разжечь дрова. Шин с радостью быстро зажег их, и дедушка был поражен его удивительными магическими способностями. В этот момент пришли бабушка Шина, Малида, и подруга семьи Мишель. Дедушка сказал Шину, что он не должен полагаться только на магию, а должен научиться боевым навыкам, что еще больше воодушевило Шина. В этот момент бабушка узнала, что Шин отправился на охоту один, и отругала его за то, что он в одиночку пошел на такое опасное приключение. Шин ответил, что в охоте нет ничего опасного, и что он использовал магические инструменты, которые они сделали вместе. Бабушка, не зная, что ответить, спросила, куда мог пойти 8-летний ребенок на охоту в одиночку. Шин простодушно ответил, что сюда, наверное. Бабушка еще больше разозлилась и назвала его дураком. Дедушка сказал ей успокоиться, напомнив, что она знает, как Шин талантлив в магии и что лес для него как задний двор. Мишель тоже была поражена силой Шина и сказала ему, что с этого момента она будет больше заниматься его боевой подготовкой. Шин надулся и сказал: «Ну, пожалуйста, не надо». Все засмеялись над ним. 2 года спустя Шин и его дедушка пошли в лес, и дедушка взял Шина на охоту на проклятых зверей. Он сказал, что теперь, когда Шину 10 лет, пора попробовать поохотиться на проклятых зверей. Он рассказал Шину о проклятых зверях и о том, как проклятая энергия может превращать даже людей. Шин сказал: «Да, я знаю, потому что дедушка рассказывал мне историю о проклятом человеке, который чуть не уничтожил человечество, пока дедушка не победил монстра и не спас деревню. До сих пор его считают героем человечества». Дедушка начал первый урок Шина, научив его искать проклятых зверей с помощью магии. Он объяснил, что это делается с помощью аккуратного распространения магической энергии вокруг себя, широко ее расширяя. Это называется магией поиска. Как только он почувствовал странную энергию, он понял, что это была проклятая энергия проклятого зверя. Эта магия, конечно, требовала большого контроля над магической энергией. Как только дедушка закончил объяснять, Шин, естественно, применил магию, и, как обычно, дедушка был поражен. Шин мог чувствовать всех живых существ в лесу и сразу же обнаружил проклятую энергию. Дедушка подтвердил, что это была проклятая магия проклятого зверя. Шин и дедушка быстро направились к зверю, которым оказался огромный медведь. Шин бросился к нему и одним быстрым движением отрубил ему голову, чем очень удивил дедушку. Затем Шин спросил дедушку, что он думает о его выступлении. Дедушка сказал, что он все сделал идеально, и Шин был очень рад, что успешно победил зверя. Затем дедушка спросил Шина, каким заклинанием он воспользовался во время боя. Шин замялся, потому что на самом деле он изобрел новое заклинание. В тот вечер дедушка рассказал бабушке и Мишель, что Шин одним мощным ударом убил проклятого медведя без чьей-либо помощи. Как обычно, все были поражены невероятной силой Шина. Бабушка сказала, что Шин был выдающимся как в магии, так и в бою, и даже его боевые навыки не уступали Мишель. Они продолжали говорить о том, как сильно они все любят Шина. На следующее утро после тренировки с Мишель дедушка Шина спросил: «Ты закончил сегодняшнюю тренировку?» Шин ответил: «Мишель сегодня была особенно строга со мной». Дедушка рассмеялся и сказал: «И все же ты не отстаешь от него. Но в любом случае мне нужно с тобой кое о чем поговорить». Он отвел Шина в тихое красивое место в лесу и сказал, что он не его настоящий дедушка, что он нашел его младенцем в лесу. Шин понял ситуацию и совсем не расстроился. Затем Шин спросил, не тот ли это медведь, которого он убил, разрушил деревню его родителей. Дедушка удивился, а Шин улыбнулся и сказал, что если это был тот медведь, значит он отомстил за своих родителей. Затем Шин спросил про своих родителей и откуда они были родом. Дедушка сказал, что, к сожалению, ничего не знает о них, потому что они были жестоко убиты. Дедушка еще больше удивился и спросил: «Ты так легко все это принял?» Шин ответил: «Да, они были моими родителями, но я их совсем не помню».
Кроме того, у меня есть ты, дедушка. Дедушка был глубоко тронут словами Шина и заплакал от радости. 5 лет спустя в доме Шина и его дедушки собралось много гостей, чтобы отпраздновать, что Шину исполнилось 15 лет, и теперь он считался взрослым в их мире. Бабушка была взволнована, увидев своего внука, который когда-то был младенцем, а теперь вырос. Дядя спросил Шина, что он собирается делать, когда вырастет. Шин удивился и спросил: что ты имеешь в виду? Дядя объяснил: ты теперь взрослый человек. Какая у тебя цель в жизни? Шин ответил: сначала я хочу покинуть лес и съездить в ближайший город. А потом посмотрим, что будет дальше. Зигфрид и Кристина предложили, раз он научился сражаться у Мишель, то он может вступить в королевскую армию или стать охотником на проклятых зверей. Шин растерялся и спросил, что такое охотник на проклятых зверей. Торговец по имени Том объяснил, что есть группа людей, известная как охотники на проклятых зверей. Они получают много наград за уничтожение этих злобных тварей. Зигфрид добавил, что ты впервые об этом слышишь. Шин ответил: да. Хочешь верь, хочешь нет. Зигфрид сказал: ты мог бы стать торговцем магическими предметами, зачаровывая их. Плюс ты симпатичный, так что сразу прославился бы в городе. Шин рассмеялся и сказал: знаешь, может, мне стоит подумать о том, чтобы зарабатывать деньги, раз уж я взрослый и сам за себя отвечаю. Том был шокирован и спросил Шина: подожди, ты никогда не был на рынке? Шин ответил: нет, я ничего не знаю о финансовых операциях. Все были в шоке, а бабушка спросила дедушку: ты правда его ничему не научил? Дедушка ответил: ой, я, наверное, забыл. Бабушка, как обычно, отругала его. Затем Шин ведет всех на тренировочную площадку в глуши, чтобы показать свои магические способности. Они перемещаются из дома в это место через магические врата, которые работают как мгновенная телепортация. Это изобретение Шина, и все поражены его магическими способностями, которые могут привести к конфликтам между странами. Затем Шин демонстрирует свою атакующую магию, которую он раньше показывал дедушке. Все в шоке, потому что он чуть не разрушил все вокруг одним ударом, а бабушка ругает его за такой опасный поступок и кричит на дедушку. После этого они возвращаются домой и обсуждают, насколько Шин силен и талантлив, и как его способности могут привести к борьбе за власть между странами. Затем дядя Дис предлагает Шину поступить в магическую академию в их стране. Шин растерялся и спросил: в вашей стране? Подожди, кто ты? Разве ты не дядя Дис? Именно тогда дядя Дис раскрывает свою личность Шину, как и остальные. Шин потрясен, узнав, что Дис – король страны, а Крис и Зигфрид – королевские маги, сопровождающие короля Диса, по сути королевская стража. А Мишель – бывший командир рыцарской гвардии. Шин ошеломлен, узнав, что все его родственники – очень важные люди в стране. После этого они соглашаются, что Шин поступит в академию. Они отправляются в город, и когда они приезжают, стражник спрашивает их документы. Он понимает, что они великие герои и их внук, и начинает нервничать и удивляться. Весь город рад встрече с дедом и бабушкой Шина. Затем они добираются до особняка в городе, и Шин поражен его размерами и великолепием, а также слугами, которые представляются его семье. Шину хочется исследовать город, поэтому он выходит, покупает яблоко и ест его во время прогулки. Затем он встречает группу охотников на монстров, которые пристают к двум девочкам его возраста. Шин вмешивается, легко расправляясь с ними, и девочки очень благодарны ему за спасение. Затем Шин идет с девочками в кафе на главной улице. Они снова благодарят его за спасение из опасной ситуации и представляются. Первую девочку зовут Мария, а вторую Сесили. Мария, расстроенная, говорит, что если бы они были лучше в магии, то легко бы справились с этими бандитами. Шин удивляется и спрашивает, учатся ли они в школе магии. Мария отвечает, что они будут учиться, если сдадут вступительный экзамен в следующем месяце. Шин говорит им, что тоже будет сдавать вступительный экзамен в магическую академию. Мария удивлена и говорит, что, учитывая твои боевые навыки, ты хочешь стать магом. Сесили добавляет, что мы думали, ты будешь учиться на рыцаря. Мария упоминает, что герой и героиня приехали в город со своим внуком, и им повезло, что он будет учиться в академии в этом году. Шин не знает, что ответить, и просто смеется, не говоря, что он внук. Он прощается с ними и уходит. Наступает день вступительных экзаменов, и Шин стоит перед списком с именами, чтобы узнать, где он будет учиться. Подходит заносчивый парень и говорит: «Уйди с дороги, ты мусор». Но Шин игнорирует его, не обращая внимания. Затем парень кладет руку на плечо Шина, и Шин быстро сбивает его с ног, говоря, кто это хватает людей из ниоткуда. Парень оскорбляет Шина, говоря, что он сын графа и дворянин страны, и говорит: «Ты что, не знаешь, кто я? Я Курт фон Рицберг». Шин спокойно отвечает: «Приятно познакомиться, я Шин».
Все в академии смеются над Куртом, и это злит его. Он кричит: «Я наследник графа, идиот», и снова оскорбляет Шина. В этот момент приходит принц, разрешает ситуацию и прогоняет Курта. Шин не знает, кто это, пока принц не представляется Августом фон Эрлшайдом. Шин сопоставляет факты и понимает, что Август – принц и сын дяди Диса, короля. Шин спрашивает: «Значит, мы с тобой двоюродные братья, верно?» Август смеется и отвечает: «Да, именно так». Все в академии удивлены, как непринужденно Шин разговаривает с принцем Августом. Затем начинаются экзамены. После письменного теста наступает время практического экзамена по магии. Наблюдающий за студентами преподаватель просит их использовать магию для атаки на мишени. Заклинания студентов слабые, но они гордятся собой, а Шин удивляется, что они довольны такой слабой магией. Когда наступает очередь Шина, преподаватель говорит ему, что король приказал ему контролировать свою силу. Шин нервничает и думает, что именно дядя рассказал им обо мне. Он соглашается и выпускает свое фирменное синее пламя, уничтожая мишень и стену позади нее. Преподаватели и студенты поражены силой Шина. В тот же вечер учителя обсуждают результаты теста, отмечая, насколько Шин невероятно силен. Естественно, он получает высший балл за год. На следующий день студенты идут получать свою форму и магические инструменты. Преподаватель говорит Шину, что он будет выступать с речью как лучший ученик. Шин нервничает и возражает, говоря, что как он может выступать, когда здесь принц Август. Он пытается отказаться, но уже слишком поздно. Тем временем Сесилия и Мария наблюдают, как Август и Шин так непринужденно общаются и задаются вопросом, кто же такой Шин на самом деле. Той ночью Курт с завистью смотрит, как его переводят в класс С, а Шина в класс А, лучший ученик года. В то же время Шин работает над тем, чтобы усилить свою форму с помощью магии. Он в восторге, когда у него получается, и его магия улучшает форму. Входит его бабушка и удивляется тому, что он сделал. На следующий день бабушка и дедушка ведут его в академию. Это день вступительной церемонии, и бабушка напоминает ему, чтобы он никому не рассказывал о том, что он сделал со своей формой. Шин соглашается. В этот момент все замечают, что герой и героиня прибыли в академию и спешат их поприветствовать. Август подходит к Шину и шутя спрашивает, почему он так нервничает. Это всего лишь речь перед всей академией, королем и знатью. Ничего особенного. Август смеется над Шином. Шин отвечает: «Ты это делаешь, потому что я получил высший балл, не так ли, Август?» К ним присоединяются Сесилия и Мария, и они вместе идут в зал. Преподаватель приглашает Шина на сцену для выступления, называя его полное имя. Мария и Сесилия потрясены, узнав, что их друг Шин – внук героя. Шин приветствует всех и произносит речь, а Курт тем временем сгорает от зависти. На следующее утро учитель заходит в класс и сообщает ученикам, что он был членом магического подразделения и теперь будет вести у них занятия. После урока Мария говорит Шину, что Сесилия хочет ему что-то сказать. Сесилия объясняет, что Курт пристает к ней из-за влияния своего отца, и она не знает, как его остановить. В этот момент появляется Курт и кричит на Сесилию за то, что она стоит рядом с Шином. Шин встает, чтобы ответить ему, а Сесилия кричит на Курта, чтобы он отстал от нее. Шин собирается оскорбить его, но вмешивается Август, ругает Курта и приказывает ему уйти, пообещав сообщить королю обо всем, что происходит. Курт уходит, кипя от злости. Сесилия благодарит Августа за помощь. Друзья беспокоятся о том, что Курт может сделать дальше, поэтому Шин просит их быть осторожнее и приглашает к себе домой. Мария и Сесилия радуются, что смогут побывать в доме героя. Август говорит, что тоже пойдет, потому что его отец, скорее всего, уже там. В этот момент появляются друзья Августа, Тор и Джулиус, и говорят, что тоже пойдут, потому что они сопровождают принца. Они направляются к дому, и бабушка и дедушка Шина спрашивают, почему он так долго не возвращался. Он рассказывает им о своих школьных друзьях. Шин рассказывает бабушке и королю Дису о том, что произошло, и говорит бабушке, что хочет заново зачаровать форму Сесилии, чтобы защитить ее. Все удивлены словами Шина. Бабушка говорит Сесилии, что Шин предлагает сделать для нее что-то очень важное, и спрашивает, заслуживает ли она этого. Сесилия очень нервничает, и Шин говорит бабушке: «Почему ты придаешь этому такое большое значение?» Бабушка ругает его, говоря, чтобы он замолчал. «Ты хоть понимаешь, насколько ценной будет эта зачарованная форма?» Она объясняет, что форма будет считаться национальным достоянием из-за превосходной магии, которую Шин в нее вложит, и это сделает ее невероятно ценной. Затем она снова спрашивает Сесилию, считает ли она, что заслуживает этого. Сесилия плачет, говорит, что не заслуживает этого, и что она просто пользуется добротой Шина. Она извиняется перед Шином и говорит, что с этого момента будет сама решать свои проблемы, и ему не нужно о ней беспокоиться. Она извиняется перед всеми и собирается уходить, но бабушка Шина останавливает ее, успокаивает и уверяет, что Шин зачарует ее форму. И действительно, Шин зачаровывает форму и других своих друзей. После этого они собираются уходить, и Шин предлагает в будущем помогать им добираться из дома до академии. Они спрашивают, как, и он показывает им свои волшебные телепортационные врата.
Все поражены, и Шин показывает им дом, в котором жил в глубине леса. Они все в восторге от его странной магии. На следующее утро Шин отводит Марию и Сесилию в академию ради их безопасности. Когда они приходят, их друзья встречают их, а их подруга Алиса едва успевает к началу занятий. Она нервничает, что опоздала, но они говорят ей, что она пришла вовремя. Мария шутливо спрашивает: «Что с тобой? Кто приходит вовремя в первый день?» Алиса смеется и объясняет, что она так волновалась, что не могла уснуть, а утром случайно проспала. Мария раздраженно говорит: «Ты что, ребенок?» Шин думает про себя, что она и правда ребенок, но в этом странном мире 15 лет считается взрослым возрастом. Затем приходит учитель, проводит первый урок и проводит экскурсию по академии, показывая все важные места. После экскурсии учитель объясняет, какие есть факультеты и специализации в академии, и говорит, что они могут создать свои собственные кружки по интересам. Студенты спрашивают Шина, в какой кружок он хочет вступить. Август, как обычно, подшучивает над Шином и говорит: «Да ладно тебе, ты же супергений. Вряд ли найдется кружок, который соответствует твоему уровню, верно?» Шин ошеломлен и еще больше, когда понимает, что учителю и студентам нравится эта идея. Все идет гладко, и они даже придумывают название для кружка, в итоге назвав его «Высшая магия». Тем временем король и его совет очень обеспокоены большим количеством проклятых монстров, которые появляются в последнее время. Они подозревают, что за этим стоит кто-то еще. Король приказал набрать охотников на демонов, чтобы расследовать это дело, пока оно не вышло из-под контроля. В тот вечер отец Курта был очень зол на него из-за его поведения в академии. Он позвал Курта к себе и отругал его, но Курт только разозлился еще больше. Отец ударил его и приказал стражникам запереть Курта в его комнате в качестве наказания. На следующее утро студенты узнали, что отец Курта наказал его и что он какое-то время не будет выходить из дома. Тор сказал, что знал Курта до того, как они поступили в академию, и что он был совсем другим. К сожалению, Курт полностью изменился после того, как начал посещать занятия с учителем по имени Шторм. Шину стало любопытно, и он спросил, кто такой Шторм. Тор объяснил, что на 3-м году обучения в средней школе Шторм стал их учителем по магии. Он сказал, что был изгнан из Империи и начал учить магии всех отстающих учеников. Он часто приглашал их в свою лабораторию, но что-то в нем было странное, поэтому они отказывались. Тор добавил, что учитель, возможно, был слепым, потому что носил повязку на оба глаза. Но, как ни странно, он вел себя совершенно нормально, возможно, используя особую магию, которая позволяла ему видеть тепло, например. В этот момент Шторм пришел в дом Курта, и его встретила мать. Она поблагодарила его за визит и попросила помочь с Куртом, объяснив, что ее сын совершенно изменился. Она заплакала. Шторм успокоил ее, сказав, что не нужно волноваться, и что он поговорит с Куртом, чтобы разобраться в ситуации. Она поблагодарила его. Затем Шторм пошел в комнату Курта, где тот был привязан, и выяснилось, что Шторм был тем, кто превратил Курта. Он превратил Курта в злого человека. Гнев Курта только усиливается из-за Шторма, и теперь ясно, что он действительно злой. Шторм наполняет Курта проклятой энергией, превращая его в проклятого монстра. Затем Шторм уходит из дома. Тем временем студенты во время перерыва сидят в кафе Академии и обедают. Август спрашивает Шина, что он собирается делать с Сесилией теперь, когда Курт наказан. Август говорит, что Шину больше не нужно провожать ее каждый день. Шин отвечает, что они друзья и живут по одному маршруту, так что это не проблема. Сесилия соглашается с ним. Друзья продолжают болтать о магии и своих магических способностях. Шин рассказывает им о проклятых монстрах и их энергии. Он говорит, что однажды сражался с проклятым монстром, медведем, и все, как обычно, в шоке. Они еще больше удивляются, когда узнают, что ему тогда было всего 8 лет. Затем друзья идут на занятия. Но вдруг Шин чувствует проклятую энергию и видит приближающегося Курта, охваченного яростью. Курт использует огненную магию и атакует, но Шин быстро блокирует ее своей магией. Шин говорит друзьям использовать силу своей зачарованной формы, чтобы защитить остальных. В этот момент гнев Курта усиливается, и проклятая энергия заполняет пространство вокруг него. Шин понимает, что у него нет другого выбора, кроме как сразиться с Куртом. Он приказывает друзьям бежать ради их же безопасности. Сначала они отказываются, но Шин убеждает их и бросается на Курта с мечом. К этому моменту Курт полностью превратился в проклятого монстра. Между Шином и Куртом начинается ожесточенная битва, но Шин понимает, что спасти Курта невозможно. Он решает, что должен прикончить его, и одним мощным ударом меча обезглавливает Курта, завершая бой. Шин опечален тем, что ему пришлось убить Курта, ведь в конце концов Курт был человеком, и ему было тяжело. Но у него не было выбора. Его друзья подбегают к нему, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, и с облегчением видят, что он цел. Шин уверяет их, что с ним все в порядке, и они удивляются, что он смог победить проклятого человека одним ударом, поражаясь его невероятной силе. Шин, чувствуя напряжение и грусть, говорит: «Вы видели бой?» Они отвечают «да». А злой учитель, наблюдающий за происходящим с крыши Академии, говорит, что это тоже хорошо, и что эксперимент с картами удался, но он также удивлен силой Шина.
В этот момент Шин стоит на территории Академии, расстроенный, и к нему подходит Август, шутя говорит: «Ты расстроился, потому что теперь все считают тебя героем?» Шин отвечает: «Да, это так, но меня беспокоит кое-что еще. Неужели так легко превратиться в проклятого человека?» Август говорит: «Знаешь, ты прав. Как вообще такое могло произойти?» Тут вмешивается Тор, говоря, что человек может превратиться в проклятого, если на него воздействовать очень мощной магией проклятий. А поскольку магия карта изначально была очень слабой, маловероятно, что он мог превратиться сам. Шин говорит: «Значит, это сделал кто-то другой». Его друзья в шоке спрашивают: «Ты имеешь в виду, что кто-то превратил его в проклятого человека?» Шин рассказывает им, что его дедушка однажды сказал, что проклятые монстры теряют рассудок и не могут ничего делать, кроме как кричать. Но Карт после превращения мог нормально говорить, и во время битвы он был очень слаб, что означает, что Карт, возможно, был просто подопытным человеком. После окончания школы Шин и его друзья идут домой к Шину, где также присутствует король. Король говорит Шину, что он как раз вовремя. В этот момент стражник короля приветствует Шина и поздравляет его, благодаря за храбрость, проявленную в уничтожении проклятого человека, который мог представлять большую опасность для страны. Он говорит Шину, что король лично вручит ему первую медаль за отвагу, что шокирует Шина, а его друзья радуются за него. Но бабушка и дедушка Шина напряжены и спрашивают короля: «Разве не об этом они договаривались? Разве вы не говорили, что не будете использовать Шина в политических целях? Так что же все это значит?» Король отвечает, что в прошлый раз, когда появился проклятый человек, они победили его и спасли страну, и тогда нация была в большой опасности. Теперь появился еще один проклятый человек, и новости об этом распространились по всей стране. Поэтому они должны наградить Шина, потому что он сделал то, что они когда-то сделали, и они должны его почтить. Бабушка и дедушка Шина соглашаются. Затем бабушка говорит: «Ах ты, хулиган, вечно ты во что-то вляпываешься. Не знаю, что с тобой делать». Шин отвечает: «Подожди секунду, я на этот раз ничего не сделал». На следующее утро новость распространяется по всей стране, и все восхищаются героем Шином. Даже в школе все ученики хотят присоединиться к группе Шина. Учитель не знает, что делать, потому что если он примет всех студентов, то других групп не останется, ведь все хотят попасть в группу Шина. И тут учителю в голову приходит идея, и он спрашивает студентов: «Может ли кто-нибудь из вас использовать двухмерное пространство для хранения?» Все студенты в шоке. Учитель говорит им, что это минимальное требование для поступления, и решает провести вступительный экзамен. Тем временем король проводит совещание со своим советом, обсуждая возможность превращения людей в проклятых монстров. И совет приходит к выводу, что недавний рост числа проклятых монстров был вызван кем-то. Король приказывает двум своим командирам объединить усилия и быстро решить эту проблему. Затем мы возвращаемся в классную комнату Академии, где к Шину и его друзьям присоединяются двое новых студентов. Шин спрашивает их: «Вы те двое, кого учитель Альфред разрешил принять в группу?» Парня зовут Марк, и его семья владеет самой известной кузницей в городе. Девушку зовут Оливия, она подруга детства и соседка Марка, чья семья владеет рестораном «Кирпичная печь», одним из самых известных заведений в королевстве. Затем Шин говорит Марку, что хочет кое-что спросить о кузнечном деле, и они договариваются вместе сделать новый меч с особыми характеристиками, которые нужны Шину. В это время следователи приходят в дом Карт, чтобы выяснить, что произошло. Затем они отправляются в дом учителя Сторма, где начинают его допрашивать, спрашивая, что случилось с его глазами. Он рассказывает им, что родился в знатной семье в империи, но после того, как проиграл борьбу за власть в семье, был изгнан и потерял зрение, когда один из членов семьи попытался его убить. Затем они обсуждают причину своего визита, и в середине разговора учитель упоминает, что расстроен из-за того, что случилось с Картом, что удивляет следователей, потому что они никогда не упоминали об этом инциденте. Это вызывает у них подозрения, и они просят учителя пойти с ними на допрос. Учитель соглашается и идет с ними. Тем временем Шин с друзьями обсуждают, что он думает о мече. Сесили спрашивает его, о чем он думает. Шин отвечает, что думает о том, как улучшить свой меч. Марк спрашивает, какой меч ему нужен. Шин отвечает, что ему нужен меч с острым лезвием, которое не сломается при ударе. Это сложно сделать, но я знаю, как это сделать. Затем Тони приходит в голову идея, и он говорит: «А что если сделать лезвие съемным?» Шин и Марк удивлены этим предложением. Марк говорит Шину: «Может, сходим в нашу мастерскую? Я хочу сразу же попробовать эту идею». Друзья решают закончить школу, а затем пойти в мастерскую, а потом в семейный ресторан Оливии. Тем временем следователи прибывают в штаб-квартиру службы безопасности с учителем Штормом. Учитель чувствует что-то неладное и спрашивает, почему тела проклятых существ исследуют в штаб-квартире службы безопасности. Следователь отвечает, что на это есть причины. Они подходят ко двору. В этот момент рыцари окружают учителя со всех сторон, чтобы арестовать его. Следователь говорит учителю, что король скрывал имя повозки, чтобы никто не узнал, и поскольку учитель знал его, он должен нести ответственность за произошедшее, и теперь он арестован. Увидев, что его разоблачили, учитель истерически рассмеялся и сказал: «Я и представить себе не мог, что такое случится».
Он признался, что это был эксперимент над человеком, который он проводил. Разъяренный следователь спросил: «Вы проводили эксперимент над человеком?» В этот момент следователь приказал рыцарям арестовать учителя, но тот оказался невероятно сильным и начал сопротивляться. Внезапно в штабе службы безопасности раздался взрыв, и Шин с друзьями заметили, что происходит. Они увидели, как учитель расправляется с рыцарями. В этот момент Шин разозлился на учителя за то, что тот превратил повозку в проклятого человека, и учитель спокойно признался в этом, как будто ничего не произошло. Затем Шин напал на учителя, и между ними завязалась ожесточенная битва. Учитель был невероятно силен, он уклонялся от всех атак Шина, пока тому не удалось разбить очки, закрывающие глаза учителя. Оказалось, что он вовсе не был слепым, а скрывал глаза, чтобы никто не догадался, что он тоже проклятый монстр. В это время Шин незаметно собрал солнечную энергию и обрушил на учителя мощную атаку, полностью уничтожив его. Но когда пыль осела, от учителя не осталось и следа, и Шин не знал, сбежал ли он, испарился или случилось что-то еще. Позже прибыли королевские следователи, ответственные за это дело, и поблагодарили Шина за спасение всех. На следующий день Шин гулял со своими друзьями. Шин ответил: «У меня такое чувство, что Шторм еще жив». Август удивленно спрашивает: «О чем ты говоришь? Как такое возможно?» Шин спокойно объясняет: «Ты видел, что произошло с Землей от тепловых лучей, которые я выпустил. Когда я сделал это снова в лесу, там остались только кратеры. Но этот взрыв, похоже, произошел из-за бури». Август говорит: «Значит, он действительно жив. В любом случае, когда мы доберемся до кузницы, попроси меч, который тебе нужен, не волнуйся. Королевская семья оплатит его. Ты единственный, кто может противостоять буре, поэтому нам нужно как следует тебя снарядить». Они приходят в кузницу и встречают Кларка и Оливию. Девушки идут с Оливией в их магазин, а парни с Марком направляются в мастерскую. Марк заходит в мастерскую вместе с парнями, зовет отца и знакомит его со своими друзьями. Отец очень удивлен присутствием принца и внука двух героев. Август просит отца создать подходящее оружие для Шина по его спецификациям. Отец очень рад и говорит, что для него будет честью создать оружие для нового героя. Затем он спрашивает Шина, какое оружие ему нужно, и Шин начинает описывать его характеристики. Затем действие переносится в империю Блавия, во дворец императора. Подозрительный мужчина по имени Зёст сообщает королю о появлении проклятых монстров в королевстве Элшайде и говорит, что сейчас самое подходящее время для нападения и захвата страны. Мы возвращаемся к друзьям, которые закончили свои дела и собрались вместе. Шин говорит Сесилии, что подарит ей кольцо с защитной магией, чтобы она была в безопасности, и он так и делает. Наступает день церемонии награждения, и Шин очень нервничает. Рыцари сопровождают его в зал для торжеств, где он с удивлением видит огромную толпу людей. Мероприятие гораздо масштабнее, чем он ожидал. Здесь присутствуют все дворяне страны. Король вручает Шину медаль. На следующий день Шин, уставший после вчерашнего мероприятия, вместе с Сесилией и Марией направляется в академию. Он открывает дверь и видит, что его ждут толпы людей, ведь он теперь герой. Шин решает использовать магический портал, чтобы добраться до Академии и избежать толпы. Он активирует портал и через несколько секунд оказывается в классе, удивив своих друзей. Они спрашивают его об этом, и он объясняет, почему использовал портал, потому что снаружи собралась толпа. Начинается урок, и Шин рассказывает, что они будут делать дальше. Первое занятие посвящено использованию магических щитов. Мария пытается, но ее щит слабый. Чтобы было понятнее, Сесилия использовала свой щит, усиленный магическим кольцом, которое Шин ей подарил. Ее щит прочный и состоит из 2 слоев, в отличие от стандартных, которые знают остальные. Шин объясняет, что все зависит от количества магической силы, которой они могут управлять. Затем он говорит, что продемонстрирует свою магическую силу, чтобы они поняли, о чем он. Он высвобождает свою силу, и она настолько мощная, что большинство его друзей падают на пол. Шин говорит им, что если они не смогут контролировать свою магическую силу, то никогда не улучшат свои магические навыки. Он объявляет, что с этого момента их тренировки будут направлены на контроль магической силы. Затем сцена меняется, и мы видим Шторма, который ранен. Его помощник говорит с ним, объясняя ситуацию с имперской армией. Мы также узнаем, что Зёст работает на Шторма по его приказу. Тем временем Шин возвращается домой с Сесилией, Марией и их одноклассниками через портал. Его друзья удивлены, что оказались в присутствии его легендарных бабушки и дедушки. Шин рассказывает дедушке и бабушке, что начал обучать своих одноклассников магии. Дедушка говорит Шину и его друзьям о магии, что понимание – это ключ ко всему, и именно так Шин использует магию. На следующее утро в школе появляется их подруга, которая выглядит уставшей после усердных тренировок. Шин говорит ей, что не стоит переутомляться, потому что это опасно. Она отвечает, что не волнуется, ведь ее отец придворный маг, и у них есть специальная комната для магических тренировок. Затем друзья идут в мастерскую Марка, где его отец закончил работу над оружием Шина. Шин впечатлен качеством и скоростью работы. Отец смеется и говорит, что, конечно, он и ожидал этого. Шин проверяет новое оружие и приходит в восторг. Август тоже впечатлен мечом. Потом они возвращаются к девочкам, и Мария
восклицает: «Наконец-то ты закончил». Шин отвечает, что да, и еще он принес всем подарки. Они радуются, и Шин объясняет, что принес им зачарованные аксессуары, которые обеспечат защиту и усиление. Август спрашивает Шина, может ли он сделать такие же мечи для королевской армии. Шин соглашается, говоря, что это не проблема, если его бабушка и дедушка одобрят, ведь дизайн меча принадлежит Тони. Август добавляет, что это будет очень полезно для предстоящей войны, и Шин удивляется. Оливия говорит, что тоже ожидала этого, судя по тому, что говорили клиенты. Сцена меняется, и мы видим лагерь имперской армии, где король в ярости. Он говорит, что, судя по предоставленной информации, королевство было слишком занято проклятыми монстрами, чтобы отправить войска на войну с нами. Так почему же все эти войска ждут нас? Солдаты отвечают, что их силы понесли большие потери из-за засад, устроенных войсками королевства по пути, и им нужно отступить и перегруппироваться. Король отмахивается от этого и требует, что случилось с Зистом. Где он? Другой солдат отвечает, что его не видели со вчерашнего дня, и его команда тоже не вернулась с разведки. В этот момент король понимает, что Зист предал его, и приходит в ярость, обещая отрубить ему голову, как только найдет его. В этот момент приходит сообщение, в котором говорится, что в столице империи появилось большое количество проклятых монстров. Король в шоке, спрашивает, что это значит. В империи должно было быть всего несколько проклятых монстров. Солдаты говорят королю, что им нужно немедленно вернуться в столицу, чтобы разобраться с монстрами. Король приказывает всем солдатам вернуться в столицу и изгнать проклятых монстров. Тем временем в лагере армии Эрлшайда командир и советник обсуждают, как имперские войска быстро отступили, потеряв значительную часть своих войск. Командиры решают преследовать имперскую армию и нанести им сильный удар. Но тут приходит сообщение, что на передовые позиции их армии напали проклятые монстры, что шокирует командиров. Затем действие переносится в столицу империи, где царит полный хаос. Повсюду монстры, уничтожающие мирных жителей и разрушающие все на своем пути. Это, конечно же, дело рук Шторма и его помощницы Мирии. Шторм поворачивается к Мирии и спрашивает, что она обо всем этом думает. Мы видим, что он превратил ее в такого же проклятого монстра, как и он сам. Она отвечает, что впервые чувствует себя такой сильной, и что ей нравится эта новая сила. Шторм ждет возвращения Зизета и имперских войск, которые должны разобраться с проклятыми монстрами. Он собирается встретить их по-особенному. Король и его армия прибывают в королевский дворец, а столица в полном беспорядке. Разъяренный король приказывает своим командирам уничтожить монстров в столице до заката. В этот момент перед королем появляется Шторм и говорит: «Наконец-то ты здесь. Я давно тебя ждал, ваше величество». Король поражен видом Шторма и спрашивает: «Что ты здесь делаешь, Шторм?» Шторм отвечает: «Я пришел лично разобраться с тобой». Затем он использует магию, чтобы связать короля и прикончить его мощной огненной магией. Через 3 дня войска Эрлшайда прибывают в столицу империи и поражаются ее полному разрушению. В этот момент появляется Шторм и приветствует их, говоря, что он их ждал. Шторм насмехается над ними откуда-то издалека, не показываясь. Внезапно появляется большое количество проклятых людей, превратившихся в монстров. Действие переносится во дворец Эрлшайда через несколько дней. Король встречается со своим советом и восклицает, что не может поверить, что Шторм все еще жив. Военачальник отвечает, что у них не было другого выбора, кроме как отступить и едва спастись. Король признает, что это было мудрое решение, и не винит его за это. Он спрашивает советников, что им теперь делать. А в это время учитель Фарид рассказывает студентам в академии, что Шторм все еще жив и находится в империи. Итак, решение принято. Все должны повысить свой уровень, и солдаты, и студенты академии. С этого момента будут проводиться совместные тренировки магов и рыцарей. После этого друзья чувствуют себя расстроенными, и Шин спрашивает их, почему. Они объясняют, что студенты из рыцарской школы всегда считают себя сильнее и называют их саженцами. В то же время студенты магической школы насмехаются над рыцарями, называя их качками. Друзья очень недовольны рыцарями. Шин говорит им, что все в порядке. У всех нас есть свои сильные и слабые стороны. Мария отвечает: «Ну, ты сильный. Ты умеешь пользоваться и магией, и боевыми искусствами». Шин не знает, что ей ответить. Затем Сесили спрашивает его: «Кто научил тебя боевым искусствам, верно, Шин?» Он говорит, что его научила Мишель, и что тренировки были невероятно тяжелыми. Все студенты в шоке, и он спрашивает: «Что случилось? Я сказал что-то странное». Тони восклицает: «Ты сказал Мишель, да?» «Ты имеешь в виду, что Мишель звонила, да?» Отвечает Шин. «Что в этом такого? Объясните». Затем Джулиус говорит: «Ты имеешь в виду бывшего лидера рыцарей сэра Мишель?» Шин отвечает: «Да, кажется, он упоминал что-то подобное раньше». Они все в шоке и говорят: «Так ты научился магии у великого Мерлина, зачарованным инструментом у легендарного героя и фехтованию у мастера меча Мишель?» Шин в замешательстве и спрашивает: «Мастер меча, что вы имеете в виду?»
Тор отвечает, ты не знал? Никто не владеет мечом лучше, чем Мишель. Даже его титул «Мастер меча». Шин говорит, для меня он был просто строгим тренером и ничего больше. Друзья говорят ему, раз Мишель Великий был твоим учителем, значит ты даже лучше, чем ученики рыцарской школы в фехтовании Шин. Шин отвечает, сейчас это не важно. Главное, что мы работаем вместе над этой миссией и тренируемся как одна команда. Позже, за воротами столицы, учителя разделили учеников-магов и рыцарей на группы, в каждой из которых по 4 рыцаря и 4 мага. Они войдут в лес, чтобы истребить проклятых монстров. Как обычно, ученики-рыцари смотрят на магов свысока, включая Шина. Мария говорит Шину, видишь, я же говорила тебе, они просто кучка дураков. Команды входят в лес. В команду Шина входят 8 человек. Он сам, Август, Мария, Сесили и 4 рыцаря. Рыцари представляются магом. Крис их лидер, он занимает первое место, за ним следует Миранда, которая занимает второе место, а также Нобин и Кент. Шин спрашивает их, можно задать вам вопрос, прежде чем мы начнем тренироваться? Крис отвечает, в чем дело? Шин спрашивает, вы когда-нибудь сражались с проклятыми монстрами? Миранда отвечает, ты хвастаешься, потому что убил одного раньше? Шин отвечает, нет, но мы собираемся сражаться с проклятыми монстрами, поэтому нам нужно работать вместе. Миранда говорит, а если мы не будем делать то, что ты говоришь, что тогда? Шин спокойно отвечает, вы умрете. Все в шоке и напуганы. Тупая Миранда говорит ему, что только рыцарская школа может победить монстров. Ты просто мешаешь нам. Рыцари, как обычно, продолжают хвастаться, ничего не понимая. Август вмешивается, насмехаясь над ними, и говорит Шину, что не хочет убивать ни одного монстра во время тренировки, предоставив рыцарям возможность показать свои способности. Рыцари нервничают и отвечают, да, ваше высочество. Команды углубляются в лес, готовые сразиться с монстрами. Сесили говорит, что у каждой группы должно быть по 2 сопровождающих из числа магов и рыцарей. В этот момент появляются Сик и Крис, друзья Шина из благородных семей. Шин в шоке и спрашивает, что вы здесь делаете? Вы наши проводники? Он говорит им, пожалуйста, не ссорьтесь сегодня. Каждый отвечает, пока другой не начнет, я ничего не сделаю. Они, как обычно, начинают спорить. Студенты представляются Сигу и Крису, и даже рыцари взволнованы. Они углубляются в лес, и Шин вдруг чувствует присутствие проклятого монстра. Он говорит Сигу, который отвечает, да, я заметил. Сиг сообщает рыцарям о присутствии монстра и говорит им готовиться к битве. Внезапно появляется проклятый кабан. Рыцари напряжены, но окружают монстра. Когда они нападают, монстр уворачивается и одним ударом вырубает их всех, оставляя беспомощными. В последний момент, прежде чем монстр добивает их, Шин выхватывает меч, бросается вперед и убивает монстра одним ударом, отрубив ему голову. Рыцари поражены силой Шина и тем, что он победил монстра одним ударом. Крис ругает рыцарей, говоря, вы позорно выступили. Этот монстр был всего лишь слабым, среднего уровня, а ты посмотри на себя сейчас. Ты хвастаешься, что лучший в вечерней школе, но в бою ты совершенно бесполезен. Ты очень слаб. Тебе нужно работать в команде во время тренировок. После этого вмешивается Сесили, используя магию исцеления, чтобы вылечить их. Тренировка продолжается и появляется еще один проклятый монстр. Шин использует свою магию и говорит Сигу, что их много. Сик отвечает, да, я заметил. Приходит другая команда и говорит Сигу отступить, потому что там больше сотни монстров. Шин говорит Сигу, я хочу справиться со всеми этими монстрами. Это нормально? Сик отвечает, конечно, я рассчитываю на тебя. Сесили начинает волноваться и говорит, нет, Шин не сможет справиться со всеми этими монстрами. Это слишком опасно. Сик и Крис отвечают, для Шина это детская забава. В этот момент Шин направляет всю свою злость в огненную атаку, обрушивая ее на орду монстров, которые бегут к ним, уничтожая их одним сокрушительным ударом. Он даже разрушает большую часть леса. Рыцари в шоке, не могут вымолвить ни слова. Тренировка продолжается, они ищут монстров в лесу, и внезапно появляется еще один похожий на медведя монстр. На этот раз Сесилия и Мария атакуют его магией огня, а рыцари добивают его, пока Шин защищает их магией щита. Рыцари набираются уверенности и быстро расправляются с монстром, а Сесили потом исцеляет их своей магией. На этом тренировка заканчивается. Сик и Крис довольны тем, что рыцари и маги наконец-то объединились и могут сражаться вместе против монстров. Сик спрашивает Шина, почему твои друзья-маги такие умелые? Они на уровень выше, чем даже придворные маги. Шин отвечает, ну мы создали новую учебную группу в академии, и эти трое – часть моей группы. Сик говорит, так ты тренируешься по особой методике? Шин отвечает, нет, не совсем. Мы просто тренируемся так, как меня учил мой дед. Сик удивляется и спрашивает, это все? Ты уверен? Шин отвечает, может быть, я просто научил их визуализировать магию, когда они ее используют. Сик говорит, именно это и есть настоящая причина. Другими словами, они учатся магии так же, как ты, верно? Он спрашивает у Шина, может ли он узнать, что делает их группа, чтобы овладеть магией. Шин отвечает, конечно,
Конечно, без проблем. Затем Август, который вечно встревает во все, говорит: подожди минутку. Твои идеи будут принадлежать королевской армии, и король обещал, что этого не произойдет. Тренировка заканчивается, и все возвращаются, рассказывая Шину о своих впечатлениях от тренировки. Затем Август говорит, что все члены абсолютной магической группы, кроме Шина, после выпуска будут находиться под государственным надзором и могут стать специальным подразделением, подчиняющимся непосредственно Августу. Честно говоря, кажется, что единственная роль Августа — это быть принцем. Но ладно, давайте продолжим. Друзья рады, что станут самым важным боевым подразделением королевства, и просят Шина научить их еще чему-нибудь о магии. Он соглашается. Через несколько дней Шин приводит их на огромную территорию, чтобы продолжить тренировки, и они демонстрируют по-настоящему впечатляющую силу. А потом Август снова собирает команду, чтобы произнести одну из своих бесконечных речей, и говорит, что раскроет важную информацию, которую нельзя разглашать публично. Шин спрашивает: так ты собираешься выдать государственную тайну? Август отвечает, что с сегодняшнего дня они больше не просто гражданские лица, а важная часть вооруженных сил в предстоящей войне. Друзья начинают осознавать серьезность ситуации, в которой они оказались, понимая, что с этого момента они стали особым подразделением. Шин спрашивает, что за секретную информацию вы собираетесь им сообщить. Август отвечает, что по сообщениям демонические звери устраивают беспорядки по всей империи, и ущерб от них стал катастрофическим. Проблема в том, что количество зверей увеличивается с каждым днем из-за нападений. Что-то заставляет людей превращаться в проклятых монстров. Шин спрашивает, как это случилось с Картом, верно? Август отвечает: да, можно и так сказать. Шин злится и думает: Шторм, ты негодяй, что ты задумал дальше? Позже Шин решает организовать тренировочный лагерь для своей команды, и все очень рады, потому что он пройдет во время летних каникул. Затем они думают, где провести лагерь, и решают, что тренировки будут проходить там, но они остановятся в доме семьи Сицилии, в их районе с горячими источниками. Шин предлагает эту идею своим бабушке и дедушке, и они соглашаются при условии, что будут присматривать за лагерем, и в конце концов они оба соглашаются быть кураторами. Все готовятся к лагерю, и студенты в восторге от того, что к ним присоединятся два героя. По дороге команда встречает группу монстров, и они решают сразиться с ними. Они тянут жребий, чтобы узнать, кто будет сражаться с монстрами, и девушка из команды побеждает, уничтожив всех монстров одним легким ударом. Бабушка и дедушка отмечают, как быстро выросли дети. Позже они прибывают в Клод, на родину Сицилии, и поражаются, что весь город полон горячих источников. Наконец они добираются до дома, где их тепло встречает Сицилия и слуги, которые приветствуют ее и всю компанию и позволяют им отдохнуть в горячих источниках. В мужской купальне дедушка Шона радуется, что у Шона наконец-то появились друзья его возраста, и благодарит их за то, что они стали друзьями Шона. Но Август отвечает, что это они счастливы, что Шен теперь с ними. На следующее утро дедушка начинает обучать молодежь магии, давая им инструкции, которые помогают им быстро совершенствоваться. Позже бабушка учит их пользоваться магическими инструментами и делать магические надписи. У них все получается, и Шен очень счастлив. Затем он ведет их на тренировочную площадку, чтобы они попрактиковались в магии, и бабушка с дедушкой замечают, как они выросли. Но Шен говорит им, что им все равно придется столкнуться с трудностями в борьбе с проклятыми монстрами. Бабушка отвечает, что это действительно глобальная проблема. Шен говорит, что да, нам всем нужно стать сильнее, даже мне. Его друзья шокированы тем, что он тоже хочет стать сильнее, и они нервно отстраняются от него. Позже Шен тоже готовится применить магию, и все его друзья активируют свои магические щиты, чтобы защититься от силы его удара. Как обычно, Шен визуализирует свою магию и произносит очень мощное заклинание, создавая разрушительный взрыв, который уничтожает все на своем пути. Горы, пейзажи, все, что попадается на его пути. Шен рад, что магия сработала, но бабушка ругает его за безрассудство, и Шен извиняется перед ней. Затем она говорит им, что на сегодня хватит тренировок, пора возвращаться домой. Позже Август просит Шина провести его через магический портал в Королевский дворец, чтобы он мог получить новую информацию о проклятых монстрах. Шин соглашается без проблем. Как только они входят во дворец, Август встречает свою невесту Элли, которая злится на него за то, что он пренебрегает ею и всегда занят. Шин встречает Элли, и она здоровается с ним. Август спрашивает ее, что она здесь делает. Элли сердито отвечает, что ты бросил меня и свою сестру Мэй здесь, а сам уехал в поход. В этот момент приходит Мэй, тоже злая, потому что они не взяли ее с собой. Она хочет присоединиться к ним в походе, чтобы познакомиться с двумя великими героями. Август спрашивает их, что они здесь делают. Элли отвечает, что они решили пойти с вами в поход. Август говорит, что ни за что. Только через мой труп. Мы здесь не для того, чтобы развлекаться, и никакая сила не заставит меня взять вас с собой. В этот момент они жалуются королю, и он спрашивает, в чем проблема с тем, чтобы взять их с собой. И так решено, что они пойдут с ними, и на этот раз Шин рад, что Август оказался тем, кого отругали. Позже они гуляют по городу и ужинают, прежде чем вернуться домой, где их тепло встречает Сесили. Они благодарят ее за гостеприимство и наслаждаются отдыхом в лагере, совмещая тренировки с развлечениями. Однажды утром во время тренировки Шин встречает Сицилию, и она просит его сделать кое-что важное. В
встретиться с ее отцом сегодня до его ухода на работу, потому что они собираются обручиться. Шин отвечает, что, конечно, давай быстро сходим к нему, и они идут знакомиться с родителями Сицилии. Затем они обсуждают детали помолвки, и Шин соглашается на все. Родители Сицилии благословляют их, и все счастливы, а Сицилия очень смущена. Они возвращаются в лагерь, и все усердно тренируются. Элли наблюдает за происходящим и не может поверить, что атаки друга Шина обладают такой невероятной магической силой. Шин говорит: «Думаю, на сегодня хватит». Элли в шоке и говорит: «Хватит. Вы же сейчас весь мир взорвете». Приходит дедушка и спрашивает Элли и Мэй: «Ну, что вы думаете о том, что видели? Вы же хотели посмотреть, верно?» Затем он спрашивает: «А что вы думаете о том, чтобы самим попробовать магию?» Элли отказывается, говоря, что она не интересуется магией. Но Мэй полна энтузиазма, и дедушка начинает учить ее основам магии. Мэй пробует, и у нее получается. Она очень счастлива. Дедушка хвалит ее, говоря, что для своего возраста она отлично справляется, и у нее есть потенциал стать волшебницей. Действие переносится в столицу империи, где повсюду разрушение, а город превратился в пустошь. Шторм спрашивает Марию: «Скажи мне, как обстоят дела?» Она отвечает: «Из-за нападений на караваны во всех городах империи не хватает еды, и люди впали в глубокое отчаяние». Шторм радостно отвечает: «Если это так, похоже, пришло время для нашего плана». Мы возвращаемся к Шину и его друзьям, которые тренируются. На этот раз Шин собирается произнести заклинание, и, как обычно, все активируют свои щиты, чтобы защититься, и спрашивают его: «Почему ты так осторожен на этот раз?» Они говорят ему: «Раз ты используешь новое заклинание, мы должны быть готовы к тому, что что-то может пойти не так». Шин успокаивает их, говоря, что на этот раз заклинание не атакующее. Они расслабляются и убирают щиты. Шин накладывает заклинание на камень, и тот взлетает в небо. Как обычно, они не могут поверить своим глазам и спрашивают, как называется это заклинание. Шин отвечает, что это магия левитации, и объясняет, что он сделал, но, как обычно, они ничего не понимают. Они просто говорят, что это потрясающе, как всегда. Шин отвечает: «Потрясающе? Вы еще ничего не видели». Затем он накладывает заклинание на себя и взлетает в небо, радуясь, что может летать. Группа в полном шоке, и Август говорит: «Ты снова сделал что-то невероятное». Шин говорит им, что это та же магия, что и у Шторма, и он научился ей, чтобы сразиться с ним. Сицилия говорит Шину: «Ты потрясающий». Позже вечером Шин и Сицилия сидят с бабушкой и дедушкой, обсуждая детали их помолвки, как они это делали с родителями Сицилии. Позже бабушка и дедушка вместе с Шином и Сицилией приходят в дом ее родителей. Ее родители очень рады видеть двух великих героев в своем доме. Затем бабушка садится с родителями Сицилии и говорит им, что Шин не их биологический внук и что они его усыновили. Она говорит, что они должны знать правду. Отец Сицилии отвечает, что он расстроен, что они могли подумать, что он откажется от помолвки из-за чего-то подобного. Он говорит, что согласился на помолвку из-за Шина, а не потому, что он внук двух великих героев. «Мы приняли Шина, потому что он уважает Сицилию и будет ее защищать. Вот почему мы согласились», — говорит он, и мать Сицилии подтверждает его слова. Бабушка извиняется за свое ошибочное предположение, а Шин благодарит их за доверие, обещая, что всегда будет защищать. Позже бабушка и дедушка вместе с Шином и Сицилией приходят в дом ее родителей. Ее родители очень рады видеть двух великих героев в своем доме. Затем бабушка садится с родителями Сицилии и говорит им, что Шин не их биологический внук и что они его усыновили. Она говорит, что они должны знать правду. Отец Сицилии отвечает, что он расстроен, что они могли подумать, что он откажется от помолвки из-за чего-то подобного. Он говорит, что согласился на помолвку из-за Шина, а не потому, что он внук двух великих героев. «Мы приняли Шина, потому что он уважает Сицилию и будет ее защищать. Вот почему мы согласились», — говорит он, и мать Сицилии подтверждает его слова. Бабушка извиняется за свое ошибочное предположение, а Шин благодарит их за доверие, обещая, что всегда будет защищать Сицилию изо всех сил. После этого команда Шина готовится и надевает новую форму команды. Шин говорит им, что костюмы идеально им подходят. Эта магия связана с защитной магией Шина, которая усилит их способности и защитит их с огромной силой. Они спрашивают: «Значит, теперь наша форма на уровне национального достояния, верно?» Шин отвечает: «Да». Затем Шин говорит им, что сегодняшняя тренировка будет немного опасной, потому что они будут сражаться с проклятыми монстрами высшего класса. Команда пугается, но Шин успокаивает их, говоря, что они сильно улучшились. Мэй и Элли расстраиваются, что не смогут сегодня тренироваться. Август объясняет, что сегодняшняя тренировка включает в себя настоящий бой с монстрами, который будет опасным. Мэй грустит, и Шин решает подбодрить ее, подарив ей магическое устройство связи, по сути телефон. Он говорит Мэй, чтобы она потренировалась пользоваться им, пока они не вернутся. Но бабушка узнает об устройстве, которое сделал Шин, и снова ругает его. Затем они отправляются на тренировку, и Сицилия чувствует присутствие гигантского и могущественного монстра. Это проклятый лев высшего класса. Шин делит команду на группы, и первая группа атакует монстра.
Как только монстр приближается, 5 членов команды нападают на него, и сила атаки пугает монстра, полностью уничтожая его и даже разрушая окрестности. Команда в шоке от того, что они так легко победили монстра высшего класса. После этого каждый член команды начинает по отдельности атаковать монстров, уничтожая всех проклятых существ, с которыми они сталкиваются. Вся команда в восторге от битвы, и Шин очень счастлив. Затем Август говорит Шину: «Я с нетерпением жду твоей помолвки». День заканчивается, и наступает день помолвки. Шин надевает свой костюм, а Сицилия свое платье. Мать Сицилии провожает их в столовую, чтобы начать церемонию помолвки. Все очень рады за них, и на празднике присутствует сам король. Позже вся команда учится левитации и успешно пробует ее. Они очень счастливы, что умеют летать, и мы узнаем, что Шин накладывает на них заклинание левитации, а они используют магию ветра, чтобы свободно летать. Шин рад, что они научились летать. Мэй говорит ему, что тоже хочет попробовать. Тогда Шин использует новое устройство, похожее на микрофон, чтобы позвать их с неба. Друзья говорят, что это устройство будет очень полезно во время коронации принца. Мэй не выдерживает и кричит им, чтобы они спускались, потому что она тоже хочет полетать. Затем мы переносимся в замок проклятого монстра, где узнаем от Шторма, что последний город пал, и все города и деревни в имперском регионе теперь уничтожены. Помощник Шторма говорит, что команда демонов Зеста напала на караваны на дороге и перекрыла все поставки продовольствия. Она думает, что Шторм ненавидит дворян империи, но поступая так, он тоже причиняет много вреда. Она спрашивает себя, зачем он идет на такие крайности. Затем мы отправляемся в тронный зал, где Шторм обращается к своим последователям. Он говорит им, что благодаря их усилиям они смогли привести империю к краху, и это отличная возможность для них. Когда последователи слышат это, они радостно кричат и хвалят его. Затем он спрашивает их: «Ладно, что нам делать дальше? Моей первоначальной целью было уничтожить империю, но теперь мне нечего делать». Его последователи шокированы его словами и говорят ему, что нужно продолжать и захватывать соседние земли. Он спрашивает их, зачем нам делать что-то скучное вроде этого. Они отвечают, что с таким количеством людей мы могли бы основать свое собственное проклятое королевство монстров. Но Шторм отвечает, что они могут делать все, что захотят, но не надо навязывать ему свои идеи. Один из последователей говорит, что он сам это сделает. Шторм отвечает, что ему следовало сделать это с самого начала. «В любом случае, мне все равно, что ты решил. Я ничего не скажу». Когда большая группа уходит, его помощник спрашивает, уверен ли он, что отпускает их. Он отвечает, что да, ему уже все равно. Он уже достиг своей цели — свергнуть империю. Он добавляет, что теперь они могут делать все, что захотят. Затем его помощник спрашивает, почему он так ненавидит империю. Он слышал, что когда-то Шторм был герцогом и чуть не стал императором. «Ну, раз уж ты спросил, я могу тебе рассказать». Он начинает с того, что все началось давно, когда меня звали Оливера, и это было 2 года назад. В этот момент мы видим Шторма на большом овощном поле, он внимательно следит за процессом выращивания овощей, и видно, что он добрый человек. Мы узнаем, что он внес большой вклад в развитие сельского хозяйства, благодаря ему в сельской местности появилось много рабочих мест. Его коллега спрашивает, почему он так добр к простым людям. Шторм отвечает: «Когда я был молод, я верил, что дворяне должны иметь самую большую долю в стране. Но во время своих путешествий я был шокирован тем, что в одной из стран, в отличие от нашей империи, нет системы рабства, и даже простые люди живут хорошо и обеспечены. Когда я увидел разницу между простыми людьми здесь и в нашей империи, я понял, что именно так должно быть в будущем». Затем мы видим его в особняке, сидящем в библиотеке и читающем книги. Входит его жена и предлагает ему отдохнуть. Она говорит, что это замечательно, что ты так усердно работаешь для своего народа, но тебе нужно больше заботиться о своем здоровье. Его жену зовут Арья, и она беременна. Шторм отвечает: «Нет, тебе нужно больше заботиться о своем здоровье, чем обо мне. Тот, кто внутри тебя, наше сокровище». Затем мы переносимся в другое место, где мужчина по имени Вон разговаривает с группой людей. Один из них просит его вызвать Оливейру в столицу империи, потому что он создает для них проблемы. Окружающие соглашаются с его решением, говоря, что Оливейра действительно доставляет им неприятности, так как из-за него многие простолюдины покидают регион. Они явно очень расстроены. Вон продолжает, говоря, что если Оливейра продолжит финансово поддерживать империю, он станет самой влиятельной фигурой в империи и в конечном итоге станет императором. Дворяне вокруг него недовольны этим, потому что если Оливейра станет императором, он будет проводить законы в пользу простых людей, а им это совсем не нравится. В этот момент Вон говорит им, чтобы они удерживали его в столице, используя любой предлог. Затем мы переносимся в дом Строма, где он с радостью обнаруживает письмо от других дворян, в котором говорится, что они наконец-то хотят выслушать его идеи. Его жена поздравляет его с хорошими новостями, но подозревает, что они согласились так быстро, и спрашивает, в чем причина. Он отвечает, что в последнее
последнее время их налоговые поступления уменьшились, и это их радует. Если так будет продолжаться, их вклад в империю значительно увеличится, и, возможно, они лишатся своих титулов. После этого они могут решить сделать все, что в их силах. Я также прочитал в письме, что они планируют в ближайшее время провести встречу в столице и хотят, чтобы он помог им управлять регионом. Его жена спрашивает, уверен ли он, что это не опасно, и говорит, что, насколько она понимает, некоторые дворяне видят в нем большое влияние в стране и могут замышлять что-то плохое против него. Он успокаивает ее. «Не волнуйся, ты же знаешь, что я очень силен в магии. Никто не сможет меня победить. Когда я был молод, я много охотился на проклятых зверей, так что это не сильно на меня повлияет. Они не смогут легко меня убить». Его жена с сарказмом говорит: «Охотился на зверей? Ты был охотником всего месяц». Он смеется. «Ладно, давай не будем об этом говорить», и они смеются вместе. После того, как он отправляется в путешествие, его жена смотрит в окно, надеясь, что с ним ничего не случится. В деревне пропал человек, и мы узнаем, что это уже третий случай. Проблема в том, что все пропавшие женщины и дети, и это происходит не только в этой области, но и в нескольких регионах. В это время в деревню приезжает группа военной полиции из столицы и расспрашивает местных жителей о недавних похищениях. Когда они слышат, что в деревне действительно были похищения, они шокированы. Но офицер просит их говорить тише и сообщает, что у них есть информация о том, что похищенных людей продают в рабство. Он спрашивает, слышали ли они что-нибудь об этом. Оказывается, это было частью плана Вогана, чтобы подставить Оливейру. Первым делом он похитил нескольких женщин и детей из деревни и обвинил в этом Оливейру. Затем он отправил полицейских, которые, конечно же, не были там, чтобы защитить его, обвинить Оливейру в преступлении. Жители деревни говорят об этом, но все равно верят. Тем временем Оливейра решил вернуться домой к жене, по которой скучал. Воган в это время готовится наконец-то расправиться с Оливейрой. Он сажает нескольких похищенных женщин в карету с именем Оливейры и приказывает фермерам арестовать их. В этот момент фермеры приходят в ярость и решают с факелами идти к дому Оливейры. Когда они приходят, они поджигают его дом, убивая его жену. Оливейра остается единственным выжившим. Когда он добирается до своего дома и видит огонь, он в шоке от увиденного, а когда заходит к жене, она уже мертва. Он плачет и говорит окружающим: «Это моя награда за то, что я хорошо к вам относился. За то, что вы убили мою жену и моего нерожденного ребенка?» Фермеры отвечают: «Ты похитил женщин из деревни». Оливейра понимает, что это был заговор против него, и в ярости клянется уничтожить королевство и всех его жителей. Он произносит мощное заклинание, убивая всех жителей деревни за считанные секунды. И это история Строма. Теперь мы возвращаемся к Зисту, который опечален тем, что Сторм потерял цель в жизни и ему больше нечего делать. В этот момент он приказывает кому-то из своих людей собрать проклятых зверей, которые ушли, и поддерживать их силы. Затем мы отправляемся в королевство, где король провозглашает Августа новым наследным принцем. Но внезапно врывается рыцарь и сообщает, что приближается армия проклятых зверей. Все присутствующие охвачены страхом. Но Август громко заявляет, что справится с ситуацией. Он говорит людям, что есть специальные команды для борьбы с проклятыми зверями, обученные Шином, внуком двух героев и истребителем демонов. Затем Шин произносит воодушевляющую речь, чтобы успокоить толпу, говоря, что им нечего бояться и что ничто не может им навредить. Толпа радостно приветствует Шина. Когда люди видят это, они еще больше воодушевляются, уверенные, что находятся под защитой этих волшебников. Мы видим, как армия проклятых зверей приближается к замку. Люди и стражники на стенах замка замечают, что армия огромная и приближается. Командир приказывает им занять свои позиции и приготовиться к обороне, а одного солдата отправляет в королевство Эрла, чтобы тот немедленно отправил сигнал СОС. Но подкрепление прибудет не сразу. Командир приказывает солдатам защищать стену изо всех сил и не пускать ни одно существо внутрь, чтобы оно не навредило мирным жителям. Они активируют магические инструменты, чтобы защитить стену от атак проклятых зверей. Затем мы видим, как Шин и его друзья летят на своих грифонах, разговаривают с Огом и расстраиваются, что не придумали название для своей группы. Когда их спросили, они ответили первое, что пришло в голову, и теперь это название известно всему королевству. Один из друзей говорит, что они уже близко к границе, и что если бы они ехали на карете, дорога заняла бы несколько дней, а они добрались всего за пару часов. Мария, одна из подруг Шина, нервничает из-за встречи с проклятыми тварями. Но Шин успокаивает ее, говоря, что не стоит волноваться, ведь теперь они намного сильнее этих тварей. Затем он обращается к Сицилии и говорит, что ей нужно сосредоточиться на исцелении раненых. Он приказывает остальным друзьям изо всех сил сдерживать проклятых тварей. В королевстве Шведа женщина с ребенком на руках убегает от проклятых тварей, которые преследуют ее. Мы видим, как группа проклятых тварей бежит за ней, пытаясь ударить ее своей чудовищной силой. Она пытается убежать, но они окружают ее. Девочка рядом с ней в ужасе и начинает плакать. Женщина умоляет их остановиться и оставить их в покое. Но они не слушают и готовы убить ее. В этот момент Шин
и один из его друзей вмешиваются и отбрасывают одного из монстров на 4 метра. Его друг кричит: «Ты хоть понимаешь, что натворил? Я не позволю тебе уйти безнаказанным». Он достает оружие и говорит: «Не думай, что такой жалкий человек, как ты, может что-то нам сделать. Проклятые твари». Он собирается использовать свою магию, чтобы напасть на Шина, но когда видит, что Шин собирает огромную силу, он теряет самообладание, и Шин добивает его. Шин насмехается над проклятым монстром, говоря, что теперь тот знает, каково это быть побежденным простым человеком. Затем он спрашивает женщину и ребенка, все ли с ними в порядке и нужна ли им помощь. Они уверяют его, что с ними все хорошо, и спрашивают, кто он такой и что здесь делает. Он говорит им, что они подкрепление из королевства Эрлсайд, и обещает, что теперь они могут уйти, и никто их не остановит. После того, как они уходят, Шин видит разрушение в городе и очень злится на тех, кто это сделал. Затем мы видим, как Шин стоит на возвышении и обращается к жителям Сладкого Королевства. Он говорит: «Я кронпринц королевства Арлшейд, меня зовут принц Август. Сегодня мы получили силу, необходимую, чтобы прийти и защитить вас. Мы прибыли в эту страну, так что не волнуйтесь. Теперь вы можете чувствовать себя в безопасности. Мы будем сотрудничать с вашей королевской стражей и прогоним проклятых монстров из города». Услышав это, люди очень воодушевляются и начинают надеяться. В этот момент мы видим, как король с гордостью наблюдает за Августом, радуясь прибытию подкрепления. Затем мы видим, как Шин распределяет задания между своими друзьями. Он просит Сесилию пойти и спасти раненых в городе. Она соглашается и говорит: «Не волнуйся, я спасу столько, сколько смогу». Перед уходом она говорит ему: «Ты тоже береги себя». Тем временем один из проклятых монстров наблюдает за Шином и удивляется его силе. Затем мы видим, как двое друзей Шины идут сражаться с одним из проклятых монстров. Монстр насмехается над ними, говоря: «Я не знал, что мне придется сражаться с кучкой детей». Девочка очень злится и хочет напасть на него, но ее подруга Лин останавливает ее в последний момент, напоминая, что она не может справиться с ситуацией, когда расстроена. А они столкнулись с проклятым монстром. Девочка понимает свою ошибку и говорит: «Ладно, теперь я буду драться как следует». Но Лин говорит ей, с кем драться. «Я уже его одолела. Мне удалось смешать песок с водой и быстро с ним расправиться». В этот момент они слышат крик рыцаря. Когда они идут проверить, то видят, что один из проклятых монстров мучает рыцаря. Но две девочки быстро вмешиваются и тоже легко побеждают монстра. Затем двое детей отправляются сражаться с другими проклятыми монстрами и тоже легко их побеждают. Затем мы видим, как несколько демонов направляются к больнице, где Сицилия лечит раненых, намереваясь убить всех. Но Шин уже предвидел это и приказал двум своим друзьям охранять больницу изо всех сил. Они тоже легко победили демонов. Тем временем Шин неустанно сражается с проклятыми монстрами, убивая их всех и не давая никому сбежать. Никто из них не может с ним справиться. Проклятый монстр, наблюдающий за Шином, поражен его огромной силой и не знает, как с ним справиться. Никто из них не может даже сразиться с ним, благодаря огромной магической силе Шина. Затем мы видим Августа и Марию, которые сражаются с одним из судей демонов. Они пытаются получить от него хоть какую-то информацию, но он ничего им не говорит. Мария пытается быстро напасть на него, но это бесполезно. Проклятый монстр нападает на Марию, но ее щит спасает ее. В этот момент Мария приходит в ярость и наносит удар изо всех сил, но монстр уклоняется от ее атаки. Август смотрит на Марию, и они молча решают напасть на монстра вместе. Они начинают атаковать его, разрушая магический барьер вокруг него. Когда монстр собирается заговорить, он чувствует, что его сердце пронзили сзади, и он ничего не может сделать. В этот момент Свит чувствует облегчение и говорит, что, похоже, битва подходит к концу, и мы победили. Мы видим, как Зёст наблюдает за битвой издалека и говорит, что, похоже, ему нужно пересмотреть свои взгляды после того, как он увидел силу Шина. Зёст решает собрать всех проклятых монстров и отступить, но Мира не согласна с ним. Она хочет сразиться с Шином. Внезапно она разрушает ворота перед собой и отбрасывает их в сторону, заявляя: «Давайте посмотрим, что вы, люди, можете сделать против меня». Затем мы возвращаемся к Сицилии, которая лечит раненых на войне. Их много, но она успевает вылечить всех. Внезапно к ней подходит незнакомая женщина и умоляет поскорее вылечить ее мужа. Когда Сицилия подходит к ней, она видит, что муж женщины истекает кровью и находится в очень плохом состоянии. Женщина умоляет Сицилию спасти его, говоря, что сделает все, чтобы он остался жив. Конечно, Сицилия соглашается помочь мужчине и не оставляет его. В то же время Шин поражен магической силой Миры, и один из рыцарей говорит, что она на совершенно другом уровне, чем все остальные на поле боя. Мира готовится снова напасть на них, но вовремя появляются две молодые девушки и успевают блокировать ее удар. Они кричат на солдат позади них, приказывая им немедленно уходить, иначе они только помешают. Они продолжают сражаться друг с другом, применяя магические атаки, так что Алиса разрушает здание перед собой своей магией. Но прежде чем она успевает продолжить атаку, Мира наносит ей удар сзади, и Алиса успевает исцелить себя. Однако Мира снова вмешивается и побеждает Алису, используя ее как щит, чтобы Лин не могла атаковать ее. Затем
Мира насмехается над ними, говоря, что их стиль боя очень слабый. Тем временем монстр, наблюдавший за Шином, замечает прибывшее подкрепление и задается вопросом, не лорд ли это Зёст. Он понимает, что теперь все складывается в их пользу, и приказывает проклятым монстрам немедленно отступить. Когда он слышит, что группа монстров недовольна, он спрашивает, вам действительно нужно это обсуждать. Прежде чем один из них успевает закончить предложение, его атакуют и убивают, и это делает Шин. Остальные пытаются убежать от Шина и как можно быстрее покидают город. Но Шин решительно преследует их и убивает большинство из них. Однако нескольким удается сбежать. Когда он собирается добить их, он замечает мощную атаку в городе и понимает, что ему нужно немедленно туда отправиться. В это время Мира все еще держит Элиса в ловушке, и двое их друзей пытаются помочь им, наблюдая издалека. Когда они решают вмешаться, Мира легко побеждает их. Она собирается прикончить их всех. Но прежде чем она успевает что-то сделать, она видит Шина, стоящего перед ней и приказывающего ей немедленно остановиться. Когда Шин видит своих друзей ранеными, он очень злится и хочет убить Миру. В этот момент Лин выходит из комы и предупреждает Шина: «Будь осторожен, эта девушка не новичок в магии». Шин успокаивает Лин, говоря: «Не волнуйся, я тоже не новичок», а затем приказывает Юри позаботиться об остальных. Затем он нападает на Миру, и с самого начала ясно, что Шин сильнее в бою. Мира понимает это. Она пытается найти любую возможность, чтобы использовать это в своих интересах, и в конце концов видит, что некоторые друзья Шина пытаются ему помочь. Она пользуется этим, нападает на них всех сразу и уходит, чтобы спастись. Но Шин не хочет, чтобы она сбежала после всего, что сделала, поэтому он использует свою магию усиления, чтобы преследовать ее. Тем временем Мира хочет взорвать это место, и когда Шин замечает это, он приказывает одному из своих друзей создать магический барьер, чтобы защитить остальных. После окончания атаки все в порядке, но Мире удается сбежать. После всего произошедшего они обсуждают Миру, говоря, что она очень сильная и, возможно, бывший солдат или даже охотник. Они задаются вопросом, зачем вообще было нападать. Затем они решают начать поиски проклятых монстров, и Август говорит им быть осторожными и не попадать в опасные ситуации. Затем мы переходим к группе, которая смогла сбежать от проклятых монстров, включая мальчика, который наблюдал за Шином. Он разговаривает с Мирой и узнает от нее, что Зейс хотел, чтобы она создала для него возможность. Проклятое чудовище было расстроено тем, что у Шина и его друзей неожиданно оказалось много сил, и они потеряли много солдат в той битве. В этот момент мы заметили, что Стром наблюдал за всем сверху, видел все с самого начала. Затем Шин и Август идут туда, где находятся раненые. Мы видим, как Сесили пытается исцелить мужа той женщины, но она явно не справляется и не может ничего сделать, как бы ни старалась. Когда она понимает, что ничего не может сделать, она начинает плакать и извиняется перед женщиной, говоря: «Простите, я ничего не могу сделать», и исцеляющая магия не может помочь. В этот момент появляется Шин и говорит ей: «Ты не сможешь ему помочь, Сесили, позволь мне сделать это». Шин начинает исцелять мужчину и удивляется, что тот еще жив благодаря исцеляющей магии Сесили. Через некоторое время ему удается исцелить все раны мужчины, и его дыхание выравнивается. Когда жена мужчины слышит эту новость, она очень рада и благодарит Шина за то, что он сделал для ее мужа. Через некоторое время Шин и его группа идут к королю Швеции и некоторое время сидят с ним. Август спрашивает короля: «Я не понимаю, почему проклятое чудовище напало именно так. Некоторые из проклятых монстров были на стороне Империи, но потом их там не было». Август чувствует, что это нападение было отвлекающим маневром, но больше нигде не было никаких атак. Затем он говорит королю, что хочет заключить союз между двумя странами и создать единый фронт борьбы. Король соглашается и говорит: «Хорошо, мы обсудим это позже». Затем Шин и его друзья возвращаются в свое королевство, где их тепло встречают люди и стража. Август рассказывает отцу о том, что произошло, и о том, что ему нужно с ним поговорить. Они садятся в главной комнате, и король понимает, что Швеция приняла предложение. Август просит отца стать их специальным посланником в других странах, говоря, что он принц и член Альянса пустынных земель, поэтому ему будет легко сидеть за столом переговоров. Отец, конечно же, соглашается. Затем Шин разговаривает с бабушкой и дедушкой, и они говорят ему, что ему тоже нужно поехать с ними, чтобы свободно посмотреть мир. Затем мы отправляемся в королевство монстров, где Штрам разговаривает с Зейсом и остальными союзниками, говоря: «Разве я не предупреждал вас, чтобы вы оставили Шина в покое?» Они извиняются за то, что сделали, признавая, что совершили ужасную ошибку. Он отвечает: «За что вы извиняетесь? Я с самого начала хотел, чтобы вы это сделали». Затем мы видим, как король прощается с Августом и Шином, а они прощаются с бабушкой и дедушкой. После прощания Август говорит Шину, что пора идти. Шин использует свою магию полета и тут же уносит их в небо.